Всем привет! Иногда хочется приготовить что-то очень быстрое и вкусное, и так, чтобы без заморочек. Итак, достаем из холодильника фарш, примерно 300-400 грамм, берем одну луковицу и вот прямо сюда в тарелку с фаршем луковицу нужно будет натереть на крупной терке. Если вы не хотите ее натирать, можно просто измельчить ножом. А затем без всяких выдумок фарш нужно будет немножко посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. Ну и конечно же, вот это все нужно будет очень хорошо перемешать, чтобы лук, соль и перец равномерно распределились по всему фаршу. Готовый фарш отставляем на чуть-чуть в сторонку. Затем нам еще понадобится 3-4 помидора, небольших, вкусных, ароматных, и их нужно будет нарезать на кольца. Далее я беру уже тонко нарезанный твердый сыр и нарезаю его еще вот на такие полоски. Ширина полосок из сыра должна быть примерно 4 сантиметра. И еще для сегодняшнего блюда нам понадобятся листья салата. Итак, начинаем собирать вкуснятину. Берем круглый лаваш по диаметру вашей сковороды. На сам лаваш выкладываем ложку-полторы фарша и очень хорошо тонким слоем выравниваем полностью по всему диаметру лаваша. Точно так же намазываем все остальные листы лаваша, которые вы для себя заготовили. На разогретую сковородку с подсолнечным маслом берем один лист лаваша и укладываем вот таким вот образом, чтобы фарш был на сковородке. Ждем примерно 3 минутки для того, чтобы фарш хорошо прожарился. Огонь на сковородке должен быть чуть ниже среднего. Затем аккуратно стараемся перевернуть вот это все так, чтобы фарш остался прилипшим к лавашу. Не выключая огонь, на середину лаваша укладываем 2 полоски сыра. Наверх на сыр распределяем кружки из помидор. Наверх на помидоры распределяем равномерно листья салата. Никаким соусом ничего смазывать не нужно. Оно и так все будет сочным. Соус мы подадим отдельно. Затем стараемся аккуратно свернуть все пополам, чтобы у вас было похоже что-то на чебурек. И от этого наше блюдо будет называться чебуречные бургеры. В таком вот свернутом виде обжариваем еще примерно по 30 секунд с каждой стороны. Ну и все остальные чебургеры обжариваем точно так же. Ну а сейчас готовим самый банальный соус. Добавляем 1 столовую ложку майонеза, 1 столовую ложку кетчупа и 1 чайную ложку горчицы горошком. Все очень хорошо перемешиваем до однородного состояния. Ну и самое время попробовать, что же у нас получилось. А получилось, друзья, я вам скажу, просто обалденно вкусно. Все получилось так сочно, что соус можно было бы и не делать, но с соусом будет намного вкуснее. Попробуйте приготовить хотя бы один раз, и я уверяю вас, что вы надолго полюбите эти чебо-бургеры. Готовится все легко и просто, без заморочек, а получается обалденно вкусно. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Понравилось? Обязательно поставьте лайк. Не понравилось? Пишите в комментариях, что вам не понравилось. Пишите в комментариях свои короткие вкусные рецепты. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!